Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ и я Алексей Аверьянов. В последнее время мне жутко везет на минималистичные стеклянные дома. Вы помните недавний выпуск про дом в Никольской Слободе, дом Айсберг. И сейчас я вам покажу еще одного кандидата на то, чтобы попасть в коллекцию The World's Most Extraordinary Homes. Я всегда учу своих брокеров разрабатывать сценарий показа, когда они делают презентацию по объекту элитной недвижимости. И часто брокеры рассказывают о том, что видят. Вот гостиная, вот кухня. Я же люблю останавливаться на множестве интересных деталей и архитектурных, и дизайнерских решениях. И поверьте, в этом доме их огромное количество. А еще мы разбавим съемки нашим полюбившимся форматом полета на дроне FPV. В прошлый раз вы писали, что съемки получились слишком уж динамичными, поэтому сегодня чуть-чуть поспокойнее и полетаем. И я постараюсь сделать свой рассказ более спокойным, мягким, вовлекающим. Но если вам динамики не хватает, вы всегда можете установить скорость 1,5 или 2. Ну что, готовы? Поехали! Это, пожалуй, самый длинный дом, который я когда-либо видел. Огромная высота потолков, камин настолько большой, что можно в него даже влезть. Такой классный патефон. Уверен, что это еще и круто звучит. Вот он, тот самый минимализм в действии. Друзья, для начала основные параметры дома. Площадь дома 2300 квадратных метров. Расположен он на участке 50 соток. В доме 5 основных спален, 12 ванных комнат, 11-метровый бассейн, спа-комплекс с сауной, спортзал, домашний кинотеатр, бильярдная, 2 кабинета, гараж на 3 машины места, 3 комнаты для обслуживающего персонала и даже собственный салон красоты. Автор проекта, архитектор Иван Шалмин. Дом, несмотря на свои размеры, строился на протяжении всего 2 лет и был закончен в прошлом году. Так что это абсолютно свежий объект с максимально современными решениями. Друзья, начну наш виртуальный показ с экстерьера дома, и нас ждут сюрпризы уже прямо начиная с улицы. Можете обратить внимание на эти необычные ограждения, 2/3 которых состоят из стекла. Я сначала подумал, зачем это нужно, но потом понял, что, во-первых, в доме огромное количество интересных философских мыслей и идей, я о них вам обязательно чуть позже расскажу. А во-вторых, вот даже сейчас не очень солнечная погода, и если смотреть под углом, то это практически такая сливающаяся зеркальная стена. Можно увидеть то, что происходит на участке, только если смотреть перпендикулярно или вот подойти поближе вот так вот. Итак, в дом мы попадаем через эти ворота, которые являются таким логическим продолжением забора, и они тоже на 2/3 состоят из стекла. Если идем пешком, то попадаем в дом через вот эту интересную стеклянную дверь. Огромная, высотой 3 метра, наверное, шарнирная дверь, или так называемая pivot door, потрясающе. Ладно, проходите, что вы стесняетесь, заходите, будьте как дома. Въезд в гараж осуществляется через эти стеклянные ворота, тоже из тонированного стекла. Мы такие тоже очень любим в своих девелоперских проектах. Подъезд сделан из клинкерной плитки, и она же условно поднимается на стену. Передний фасад обращен у нас на южную сторону, и он практически весь выложен из клинкерной плитки. Вот он, тот самый минимализм в действии. На самом деле минимализм — это самый дорогой стиль в архитектуре, в дизайне интерьера. Все очень просто. Попробуйте выложить такую огромную стену, чтобы она была ровная и все было вот кирпичик к кирпичику. Друзья, напишите в комментариях ваши догадки на тему того, какой высоты эта стена. А в конце ролика я ее измерю. И вот, друзья, обратите внимание, что на этом фасаде всего лишь одно окно. Оно выходит из бассейна, туда мы обязательно попадем. Но даже его закрывает еще одна стена, то есть если чуть отсюда отойти, то даже этого окна не будет видно. Один сплошной темный клинкер. Очень благородно выглядит. Здесь тоже можете обратить внимание, как сделаны, например, вот эти ступеньки. Это такой деревянный настил, и положили бетонные параллелепипеды. Очень удобный разбег, то есть можно хорошо так заходить. При этом тоже выдержан тот самый минимализм. На участке есть внешний бассейн, он идет в паре с внутренним. Это сделано специально для того, чтобы изнутри ощущалось, что есть некое продолжение наружу, что вот этой стеклянной стены как будто бы нет. Бассейн этот сделан тоже особым образом. У него вот эти бортики под 45 градусов, и практически вода подходит вплотную к газону. Кстати, на зиму он не сливается, поэтому зимой здесь можно организовать такой неплохой каток. А летом можно использовать эту воду для полива газона и растений.
Автор этого проекта Иван Шалмин называет этот дом «Дом-призрак» или «Эквилибр летающих стен». Как и многие художники, он любит броские названия. В основе проекта лежит философская мысль о том, что человек все время строит себе стену, которая ему мешает, но без которой он не может жить. То есть сам в себе создает правила и границы, которые мешают ему быть свободным. Отказ от твердых стен в этом доме – это манифест, призыв избавиться от жестких границ и обрести свободу. Друзья, небольшая цитата автора. Фасадам дома отведена особая пластическая роль – нарушать законы физики. Идешь по дорожке вдоль дома и видишь отдельные фрагменты клинкерных стен с небольшими выносами, которые сами по себе висят в воздухе или вырастают из ландшафта. Стеклянные поверхности служат фоном и работают как зеркало, отражают небо и ландшафт. А стены, отделанные клинкером, возникают из ниоткуда и живут сами по себе, потому что весь объем дома растворяется в отражениях на зеркальных стенах. Это апогей супрематического пейзажа, фрагмент фасада на уровне 3-го этажа, он просто повис в воздухе без опоры. Друзья, действительно вы можете видеть, что задний фасад, обращенный на север, практически полностью состоит из стекла с небольшими кусочками клинкерных стен. Тоже очень большие окна, многие из них джамбо формата. И можете посмотреть, здесь очень такая интересная ритмика этих окон. И внутри я вам покажу, почему это так. И опять же, посмотрите, внутри сейчас ничего не видно. Понятно, что вечером, конечно, немножко будет это все просматриваться. Но для этого тоже здесь есть свои решения. Друзья, я, конечно, уже предвижу, что вы будете писать в комментариях, что этот дом похож на автотехцентр, на торговый центр, на дом культуры, да, может быть, даже и на крематорий. Так в этом и есть современный минимализм, чтобы максимально отличаться от традиционной классической архитектуры. И такой отход от канонов, он очень нравится своей, может быть, даже немножко специфической целевой аудитории, но она точно есть. И таких объектов сейчас очень и очень немного, а спрос колоссальный. Друзья, мне не терпится вам показать, как этот дом сделан изнутри. Прошу. Итак, в дом можно попасть тремя путями. Первый – это вход через эту дверь, если вы идете пешком. Второй вход – это если вы приехали на машине в гараж. И третий, есть еще отдельный вход специально для персонала. Границы внешнего и внутреннего в доме полностью размыты. Вся жилая часть расположена за зеркальными фасадами, и в этом главное волшебство. Ты за стеклом, но тебя не видно. При этом окружение проникает в интерьер и становится его частью. Изнутри волшебное стекло выглядит как слегка тонированное. При определенном освещении его не видно вообще, потому что на самом деле стены у нас в голове. Очень удобно то, что все пути приходят примерно в одну точку, где расположена вот эта гардеробная зона за раздвижными стеклянными дверьми. Пойдемте посмотрим, как выглядит путь, если ты приехал на машине. Гараж получается прозрачный с двух сторон. То есть здесь он отделен вот такой стеклянной перегородкой, а снаружи теми самыми стеклянными воротами. Просторный, большой, можно поставить 3 машины. И здесь есть еще отдельное помещение, можно что-то хранить. И здесь есть раковина при гараже. Это очень важное решение, не забывайте про него. Собственно, вот так строится путь хозяина дома. Вышел из гаража, поднялся, удобные пуфики, можно сесть, спокойно разуться. И прошел в гардеробную, повесил одежду, поставил обувь. Здесь еще при входе такое зеркало. Оно очень удобно, когда ты, наоборот, выходишь из дома, посмотрел, красиво выглядишь, красиво и поехал. Отсюда мы попадаем в коридор. Друзья, это, пожалуй, самый длинный дом, который я когда-либо видел. Я даже для этого купил новый дальномер на 50 метров. Но он мне не помог, потому что этот дом больше, чем 50 метров. Давайте воспользуемся традиционным способом и измерим, какой длины этот дом. ,59, 60, 61, 62, 63. Ребят, 63 метра. Это обалдеть, конечно, можно. Друзья, ну вы уже поняли, что там как раз был вход в блок для обслуживающего персонала. Это 3-й вход в дом. Еще помимо этого есть выход на улицу через кухню и из бассейна. Друзья, движемся дальше по нашему сценарию показа. И на пути у нас следующее помещение – дамская комната. Но, знаете, язык не поворачивается назвать эту комнату дамской. Все из-за этого
писсуара, который стоит здесь. Вообще, если честно, в частных домах очень сильно недооценена роль писсуаров. На самом деле, очень здорово их размещать как раз в гостевом санузле или в хозяйском санузле. Здесь очень много интересных решений оригинальных, в частности, вот раковина в виде человеческого лица. Такого не особо ожидаешь увидеть в доме в стиле минимализм. Но мне кажется, как раз такие элементы очень здорово стиль минимализм и разбавляют. Здесь видно сочетание белого и черного, и такие элементы зеркальные, стеклянные, которые нас будут преследовать по всему дому. Например, вот эта кнопка слива для унитаза. Вообще, этот дом рай для кинестетиков. Просто потрясающее ощущение от пользования этой дверью. Она бесшумная, легко открывается, очень приятная на ощупь ручка, вот эти все поверхности, как будто находишься в салоне какого-то очень дорогого автомобиля. Друзья, помимо того, что это самый длинный дом, который я встречал в своей жизни, здесь, пожалуй, есть еще и самый длинный светильник. Посмотрите, это целая сплошная линия. А за счет того, что там стоит стеклянная перегородка, создается ощущение, что эта линия продлевается еще и на помещение бассейна. Очень круто и очень здорово зонирует пространство. А давайте теперь пройдем дальше и посмотрим самое главное помещение этого дома – столовой, гостиной. Просто потрясающее двусветное пространство, огромная высота потолков. Вот здесь-то, наверное, мне дальномер-то и пригодится. 6 метров 11 сантиметров. Друзья, здесь столько всего интересного, я даже не знаю, с чего начать, но давайте пойдем просто по кругу. Начнем с этих книжных полок. Сразу видно, что этот дом семьи очень интеллигентный, любящий читать, потому что телевизора здесь нет, а книг и книжных полок достаточно много. Интересное тоже решение. Получается так, что в стене есть такие панели, в прорезь между которыми вставляются книжные полки. Ты можешь сам сконфигурировать расположение. Появились новые книги, раз, добавил полочку, поставил туда. Здорово. Двигаемся дальше. Из интересного потрясающий камин. Мне кажется, это камин настолько большой, что можно в него даже влезть. Друзья, внимание, смертельный трюк. Видеоблогер залезает в камин. Слушай, здесь такая высота, что можно, пожалуй, вообще почти в полный рост встать. Я такого, конечно, не видел. Целый отдельный какой-то домик такой, можно так разжечь костер и прям сидеть здесь и греться. Ну, конечно, так делать никто не будет. Прикол в том, что этот камин двусторонний, то есть если ты здесь разжег огонь, то его видно еще и со стороны бассейна. Кстати, посмотрите, чем отделан камин. Я сначала подумал, что это клинкер, потому что очень похож на тот отделочный материал, который у нас используется в фасаде. Но если приглядеться, это металлические панели. И потом я узнал, что это индивидуальное решение, то есть такого больше нигде нет. То есть каждая такая панелька отдельно вытачивалась. Видите, какая разная обработка, где-то она блестит, где-то чуть такая ржавенькая. Но самое интересное это то, что такая отделка очень круто обыгрывает углы. Посмотрите, вот здесь вот загнут металл. Очень износостойкое решение, то есть ничего с этим углом точно не произойдет много-много лет. Посмотрите тоже вот эта тумба, которая сделана и очень похожа на сам дом снаружи, да, вот она стеклянная, из такого же темного тонированного стекла. Телевизора нет, но зато есть крутая музыка. Посмотрите, какой классный патефон. О, Леди Гага. Ну, слушать мы ее не будем, потому что иначе, мне кажется, мне монетизацию отключат в ролике. Ну и для хорошего винила нужен качественный звук. Здесь он более чем качественный. Посмотрите, помимо того, что это выглядит здорово, уверен, что это еще и круто звучит. А еще недавно я узнал, что иглы для патефона могут стоить несколько сотен тысяч рублей. Представляете? Друзья, диванная зона с очень удобными диванами, очень глубокими, то есть можно прям практически полностью лечь, лежать, кайфовать. Фирма Minotti, предполагаю, сколько они стоят. Вообще, мебели здесь уделено огромное внимание. Я не буду перечислять все бренды, которые здесь использованы, но это все дорогая премиальная мебель. Вот сейчас они здесь как-то появятся. Ну вы посмотрите, например, вот этот предмет интерьера, барная тумба, наверное, не знаю, как ее назвать. Смотрите, какая механика открывания. Целый отдельный перформанс. О, кстати, посмотрите, заметил, здесь есть розетки, встроенные в пол. В районе диванной группы это тоже обязательное решение. В этом доме вообще много всего индивидуального. Например, вот эти светильники проектировались архитектором и производились на заказ. Кому-то они напоминают сталактиты, кому-то органные трубы. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас возникают ассоциации. И тоже индивидуальное решение – это обеденный стол, посадочных мест в комфортном режиме 10, но можно еще и, наверное, 12 организовать. И эти ножки, на которых стоит стол, составляют единую композицию с светильниками.
Друзья, теперь давайте посмотрим, как должна выглядеть практически идеальная минималистичная кухня. Она небольшая, достаточно компактная. Есть зона готовки, 2 мойки. Здесь вы спросите, а где же кран? Друзья, основная часть содержимой кухни спрятана за вот этими перегородками. Одна отодвигается вниз, сразу же включается свет, выдвигается кран. Ну, если что-то нужно, еще вот эта дверца буквально вот мизинчиком можно поднять. Легкая-легкая. Недавно Миша Шапошников показывал кухню за 9 миллионов рублей. Я уверен, что это стоит не дешевле. Все очень удобно. Вот такие встроенные вещи в виде разделочных досок, держатели для ножей, приправы. Пожалуйста, готовишь, все вот так раскрыл. И посмотрите на эту индукционную панель. Я вообще считаю, что для современного дома индукционная панель самое лучшее решение. Во-первых, у нее такой же функционал и такие же качества, как у газовой плиты. При этом газовая не очень подходит для минималистичных интерьеров. Здесь же все, вот оно, встроено в столешницу. Иногда можно сделать так, чтобы вообще варочную панель было не видно. Это индукционная плита фирмы Miele с температурным контролем. Вот здесь написано темп-контроль и стоит датчик. Очень удобный прибор, потому что ты можешь поставить кастрюлю, и за счет датчика будет поддерживаться необходимая температура. То есть ничего не пригорит, ничего не выкипит. И компаньоном к этой индукционной панели есть еще и панель для приготовления вок. То есть специальная такая полукруглая вогнутая поверхность, куда ставится специальная посуда. И здесь, пожалуйста, готовьте плов, вок и так далее. Друзья, представьте, какое совпадение. На прошлой неделе в Инстаграме видел решение по трековым розеткам. То есть, знаете, когда трековые светильники, и ты вставляешь в любое место, любое количество там необходимое света, направляешь его правильно. То же самое решение есть и для розеток. Вот он, пожалуйста, вставляется трек. Вот такие накладные розетки, они есть стандартные, есть розетки для USB, и ты вставляешь его в нужное место. Очень удобно для кухни, но также очень удобно и для помещений, в которых ты не знаешь, где и как будет располагаться мебель. Добавил туда такие треки в районе плинтуса и дальше уже поставил необходимые розетки там, где они нужны, исходя из необходимого набора мебели. Остров находится в центральной части кухни и разделен на 2 основные зоны. Зона готовки, мойка, вок и зона для завтрака. И, кстати, единственный телевизор в хозяйской части дома. А здесь за шторой находится выход на террасу. Вот так вот отодвигаем штору. Огромнейшая дверь. Шуко, при этом очень легко скользит. И вот практически нет границ, пол дома переходит в пол террасы. Закрывает от соседей стена, никто не видит нас. Устанавливаем здесь большой стол и организовываем классный праздник на террасе под открытым небом. С этого крыла дома у нас досуговая часть. Это бассейн, спа-зона с сауной, с небольшим душем. И, друзья, посмотрите, это называется эффект твердой воды. Как будто бы такой параллелепипед воды поднимается над этими камнями. Такое ощущение создается за счет высоких стеклянных бортиков, толстых. И вот здесь вода как раз и переливается. Очень удобный вход в бассейн через эти ступеньки. Тоже кажется, что они как будто бы висят в воде, потому что не видно основания, к чему они там прикреплены. Несмотря на то, что почти по всему периметру бассейна установлены окна, здесь все равно очень уютно. И если уюта не хватает, пожалуйста, можно создать интимную обстановку, закрывшись от соседей вот такими рулонными шторами. Все, теперь вообще тебя ниоткуда никто не может увидеть. За счет этих стеклянных бортиков, находясь в бассейне, создается эффект инфинити. То есть как будто бы бассейн бесконечен. А если смотришь отсюда, получается так, что внутренний бассейн сливается с внешним. Бассейн в длину 11 метров, изнутри отделан черной мозаикой. И еще внутри установлен противоток, то есть можно немножко так тут потренироваться, поплавать. А еще мне здесь очень нравятся вот эти 2 тонированных зеркала, огромных, находящихся друг напротив друга. Вот здесь-то и ощущается этот эффект бесконечности. Какой же спа-комплекс без выхода на улицу? 2 портальные двери раздвигаются в разные стороны. Вот так раз и вот так 2. Пожалуйста, южная сторона. Поставил лежачки, лежишь, принимаешь солнечные ванны. А зимой из сауны выбежал и в сугроб снега плюхнулся. Очень круто.
Про сауну-то вам сказал, но не показал. Исправляюсь. Сауна достаточно просторная, есть два уровня, можно посидеть здесь, можно здесь. И вот здесь вот удобная лежанка, можно прям вплотную подойти и на удобной высоте вот так вот венчиками парить. Круто. Ну и рядом душевая с туалетом, ну туда мы не пойдем, там все понятно. А сейчас мы совершим марш-бросок на 3-й этаж, и для этого воспользуемся лифтом от компании Vigor Technologies. И пока мы его ждем, я хочу, чтобы вы знали, что у меня есть еще телеграм-канал, где я делюсь интересной информацией на тему элитной недвижимости и строительства. И недавно у меня был там как раз пост про лифты. Заходите по ссылочке в описании. Слушай, ну здесь, кстати, быстро едет. Блин, классный лифт. Ну тут я понимаю, вот в этом и есть смысл. Кстати, друзья, независимо от наличия или отсутствия лифта, в большом доме нужно иметь хорошую память. Так, первое помещение 3-го этажа, которое мы посмотрим, это домашний кинотеатр. Тоже сделанный в минималистичном стиле, с 2 рядами кресел. В первом ряду у нас диван, каждая из секций его также раскладывается, и он как раз нужен для такого семейного просмотра, когда там все рядышком. И второй ряд с 3 отдельными креслами. Давайте я вам продемонстрирую, как раскладывается кресло. Сначала поднимается спинка, потом подвигается подставка для ног. О, все, шикарно. Друзья, ну что я бы здесь смотрел? Конечно, какой-нибудь крутой фильм в очень классном качестве. А еще YouTube-канал ВДТ. Не забудьте подписаться прямо сейчас. И еще хочу вам анонсировать выход сериала «Сделка на миллиард», который запланирован на 12 декабря 2021 года. Мы пока не знаем, где он будет опубликован, поэтому внизу оставляем ссылку, где вы можете подписаться, оставив свой адрес. И 12 декабря вам придет прямая ссылка на просмотр этого сериала. Это полный метр, киношное качество, отличный звук, классный сюжет, наполненный драматургией, где 3 героя — Николай Венедиктов, Александр Кузин и ваш покорный слуга — показывают вам самые настоящие будни брокера элитной недвижимости. Друзья, кстати, обратил внимание, что здесь установлен проектор компании JVC. Я вообще думал, что эта компания умерла. В моем детстве у меня был видеомагнитофон, телевизор JVC, но потом она как-то ушла с радаров, я думал, что она вообще закрылась. Но оказалось, что она живее всех живых, и она производит топовые проекторы, самые лучшие в мире. Я был недавно на выставке, где была презентация проектора 8К. Это 35 миллионов 389 тысяч 440 точек. Представляете, что это такое? Просто потрясающее качество картинки. Я думал, ну зачем нужно такое качество? Тем более, что сейчас контента 8К практически не существует. Но на самом деле и 4К тоже очень долго начинал появляться контент, но потом это уже стало абсолютной нормой. Но когда ты смотришь на картинку такого качества, понимаешь уже нюансы в сложных сценах. Когда, например, очень темная сцена, и там важна игра вот этого света, теней. И обычный проектор в этом случае показал бы просто темную, черную картинку и ничего не разглядеть. И для настоящих киноманов, которые в этом очень хорошо разбираются и наслаждаются прекрасным звуком и прекрасной картинкой, это выход. Да, это удовольствие не из дешевых. Такой проектор стоит почти 3 миллиона рублей. В этом крыле дома у нас расположен мужской кабинет. Сумасшедшее пространство, очень вдохновляющее на работу. Посмотрите, какая классная мебель. Все тоже вот такое вот приятное, кинестетическое. Монитор большой, телевизор тоже висит. Классная отделка. Пол, который является продолжением, заходит на стену. Удобная диванная зона на фоне прекрасного вида. И свой собственный тренажерный зал. Пожалуйста, эллипс, велосипед, беговая дорожка, пресс покачали, подтянулись, уголочек сделали. Вот, ну-ка, раз, два, три, застыли, застыли. Вы собственный выход на большой балкон. Побегал, разгорячился, вышел, вздохнул свежий воздух. Блин, жизнь удалась. Ну и при спортзале, конечно же, должна быть своя душевая. Вот она здесь. Недавно с детьми смотрели фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром. И там был такой большой особняк, где ребенок на машинке ездил по коридору. Вот здесь мне этот фильм
вспомнился, потому что здесь можно было бы снять продолжение этой истории. Так, ну а мы заходим в гостевую спальню. Она находится на 3-м этаже. Ну и для членов семьи эта спальня тоже подойдет. Есть свой санузел, просторная душевая кабина. Удобно тоже все расположено. Антонио Лупи, премиальный бренд с точки зрения сантехники. И очередной антропоморфный элемент декора. Посмотрите, какая прелесть. Друзья, помните, когда мы смотрели на дом снаружи, я вам говорил, что здесь разнообразная такая разбежка по окнам. Все это ради того, чтобы установить вот эти механизмы открывающихся окон с Шуко. Несмотря на то, что здесь есть приточно-вытяжная вентиляция, но все равно многие люди любят, когда идет прям непосредственно свежий воздух в помещение. И это решается вот такими окнами. Представляете, какая дорогостоящая конструкция, потому что нужно держать несколько сотен килограммов вот этого окна. И она установлена практически в каждой спальне. И в каждой комнате установлены рулонные шторы, так называемые блайндеры. Вот так все опускаешь, и тебя вообще не видно. Друзья, ну, как вы уже догадались, раз есть мужской кабинет, то должен быть и женский, иначе несправедливо. Здесь, конечно, уже чувствуется, что этот кабинет именно женский. Такая очень приятная бежевая мебель, светлая, мягкая мебель. И все равно тот же потрясающий вид из большого количества окон. Ну, несмотря на то, что здесь спортзала нет, да, в принципе, можно и тем попользоваться, но у нас все равно здесь есть большущий балкон с видом на восход, то есть у нас будет здесь вставать солнце. На этом этаже нас ждет еще одно весьма экзотическое помещение. Таких помещений еще не было на нашем канале. Внимание, это свой собственный салон красоты. Пожалуйста, здесь делаем ноготочки, здесь помыли голову, здесь массажик, дырочку проделал. Айпадик, кстати, внизу положил, смотришь. Здесь стрижечка, укладочка. Ну, если надо немножко отдохнуть или подождать, когда там, не знаю, что-нибудь высохнет или какая-нибудь химия подействует, сидишь на этом прекрасном диване в виде губ и наслаждаешься. Ну и, конечно же, при салоне красоты есть свой санузел и душ. Друзья, пока мы снимали все детали, уже успело стемнеть. Ну ничего страшного, потому что этот дом смотрится отлично в любую погоду и при любом освещении. Мы попали сейчас на 2-й этаж, и он условно разделен на 2 большие части вот этим 2-м светом. С одной стороны у нас хозяйская спальня, с другой стороны спальня и студия. Еще раз скажу несколько слов про 2-й свет. Я считаю, что для настоящего загородного элитного дома это чуть ли не обязательное условие. И вы должны помнить про то, что 2-й свет не учитывается в площади дома, но при этом он занимает этот объем. То есть если вы сравниваете 2 дома, один со 2-м светом, другой без, понимаете, что дом со 2-м светом будет дороже, просто потому что он в объеме гораздо больше. Друзья, пойдемте покажу вам одну из самых лучших хозяйских спален. Вот она, сумасшедшее пространство, большая кровать, смотрит прямо на камин. Камин, конечно, не такой огромный, как внизу, но тоже впечатляющий. Здесь есть выводы под телевизор, но телевизоры не установлены. Как раз здесь можно лежать, созерцать огонь. Наверное, это более приятно. Большая раздвижная дверь с выходом на балкон. Сюда сделаем вставочку с тем, как это выглядит днем. Интересные светильники, посмотрите наверху. Это как будто такие сталагмиты висят или, не знаю, сосульки. Вечером просто потрясающее ощущение. Друзья, ну хотите, я вас реально удивлю? Посмотрите, какой здесь гардероб. Та-дам! Замеряем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что, думаете, все? Нет, давайте продолжим. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Друзья, но это тоже не все, потому что здесь еще целая куча шкафов и полок. Друзья, спрашивается, зачем столько места? Ну, я вам так скажу. У богатых людей есть возможность покупать интересную, иногда даже экзотическую одежду. Такую одежду, может быть, ты оденешь всего 1 раз в год. Но для этого и нужно место, где ее размещать. Ну и несмотря на то, что это гардеробная такая круговая, левая сторона она мужская, и правая она все-таки женская.
Вот и даже туалетный столик прямо напротив окна. Друзья, на этом сюрпризы не заканчиваются. Здесь у нас находится хозяйский санузел с офигенной ванной островной, напротив окна большая душевая кабина и, внимание, умный унитаз. Кстати, умные унитазы здесь установлены практически в каждой спальне. Есть 3 варианта гигиенических процедур при туалете. Первый – это отдельное биде, возможно, гигиенический душ рядом с унитазом. И это умный унитаз со встроенным биде. Но помимо гигиенического функционала, у умного унитаза есть 3 классные функции. Первое – это ночная подсветка. Таким образом, просыпаясь ночью, вы можете не включать свет и будете понимать, куда идти. Второе – это подогрев сидушки унитаза. Просто это комфортно. Ну и третье – это есть автоматика, не у всех, правда, моделей, когда ты подходишь к унитазу, и он автоматически открывает крышку, то есть тебе не надо трогать никакие кнопки. Друзья, немножко расскажу вам про профиль собственника этого дома. Это практически тоже такие же точные девелоперы, как и мы. Единственное их отличие в том, что они строят дом для себя, для того, чтобы немножко в нем пожить, понаслаждаться, ну и, соответственно, в процессе его продают. Продают дом, делают следующий проект, еще более новый, еще более современный, с применением новейших технологий. Собственно, это у них 3-й проект. И, если честно, мне эта стратегия очень нравится. Во-первых, ты создаешь продукт, который действительно качественный, потому что ты в нем хочешь жить. Во-вторых, ты его все равно продаешь, поэтому это может быть интересно с коммерческой точки зрения. Ну и в-третьих, если он не продался, ты спокойно им пользуешься, наслаждаешься жизнью и получаешь фантастическое удовольствие. Мне нравится такая стратегия, но, к сожалению, у меня пока такого капитала нет, но можно будет начать с чего-то небольшого, ну и дальше развиваться, постепенно увеличивая масштаб. Посмотрите, как реализуется такой подход, когда делаешь для себя. Просто на примере вот этой стены, где расположены разного рода выключатели, датчики, терморегуляторы и так далее. Все сделано в едином стиле. На самом деле, вы не представляете, сколько усилий требуется для того, чтобы подобрать это все. Ведь здесь много разных приборов. Это и управление климатом, это выключение, включение света, управление теплым полом, розетки, встроенный пылесос. Тоже сделана вот эта накладка в едином стиле. В таком же стиле сделано и управление рулонными шторами. Преимущество планировки этого дома в том, что все помещения находятся с этой стороны дома и смотрят на участок. Здесь подряд расположены 3 спальни, они примерно одинаковые, но это все-таки больше, скорее, гостевая комната, потому что она без гардеробной, но обязательно со своим санузлом. Комнаты идентичны, но каждая со своим характером. Везде немножко разная мебель, где-то посветлее, где-то потемнее. Но вся она очень современная. Например, посмотрите, эта кровать как будто вот висит в воздухе. Ножки находятся очень глубоко за кроватью и создается вот этот эффект левитации. Поэтому здесь эквилибр не только стен, но еще и мебели. Следующая комната – комната для мальчика. Она в более темных тонах. Мебель такого уже темного цвета. Опять же, посмотрите, вот этот стол, он сделан из стекла, чтобы не сильно загораживать вид из окна. Есть своя гардеробная комната, своя ванная, тоже очень просторная, с душем. Рядом находится комната для девочки. Она идентичная по планировке, только немножко зеркальная и немножко по-другому расположена мебель. Вот здесь можно посмотреть, как выглядит гардеробная. Мне кажется, для подростка, для ребенка более чем достаточно места. Ну и похожий санузел. Единственное отличие в том, что в отличие от комнаты мальчика, здесь уже стоит ванна. И опять здесь мы видим продолжение общего стиля дома, когда белое сочетается с черным. Последнее помещение на 2-м этаже – студия. В основном как раз ее занимают дети. Здесь можно позаниматься с репетитором, помузицировать. Это помещение тоже можно использовать как хобби-комнату. Друзья, провел в этом доме уже порядка 7 часов и тут начал осознавать слова самого архитектора. Проектировать пустоту – это ли не кульминация мастерства? Друзья, ну что, не устали еще? Вы думали, что все закончилось? Нет, нас ждет еще целый подземный уровень. Из функционального здесь есть бильярдная комната, установлен американский бильярд, но места хватит и под установку русского полноценного 12-футового стола. Ну, кому что нравится. Вообще, как шутят собственники этого дома, цокольное пространство
очень понравится тем, кто любит жизнь крота. Посмотрите, сколько здесь помещений для различного рода хранения. Пока что ничего не оборудовано. Вы думали, все? Нет, еще. Пойдемте дальше. Еще одно помещение. Вот эта комната мне, кстати, очень нравится. Здесь минимализм в доме присутствует даже в таких технических помещениях. Посмотрите, как классно сделана эта вентиляционная установка. И она здесь, кстати, не одна. Кстати, один из создателей этого дома раньше занимался проектированием подводных лодок. Поэтому техническая часть здесь сделана очень эргономично. Еще одно функциональное помещение. Постирочная. Здесь же установлена гладильная система, система хранения. Еще одна комната для хранения всего и вся. Ну и традиционно полюбившийся нам уже во многих домах центральный пылесос, компания Цикловак, канадская компания. Я тут в ТикТоке выложил ролик про встроенный пылесос, и меня закидали тем, что это решение придумано уже 30 лет назад, уже оно не актуально. Друзья, на самом деле для аллергиков очень классное решение, потому что когда ты пылесосишь, отфильтровать мельчайшие частицы практически невозможно, поэтому весь лишний воздух, проходя даже через фильтры, должен уходить на улицу. Так, еще одно техническое помещение, котельная, работают котлы, поэтому так шумно. Два котла по 160 киловатт. Ну и, конечно же, большой бойлер для того, чтобы одновременно 3-4 человека могли принимать душ. Последнее техническое помещение находится под чашей бассейна. Здесь находится еще одна вентиляционная установка и еще одна вентиляционная установка для помещения бассейна, специально, чтобы регулировать влажность воздуха. Друзья, такое ощущение, что дом просто нескончаемый. И остался еще один очень важный блок для обслуживающего персонала. Здесь 3 отдельные комнаты. Я вам покажу одну из них. Они примерно одинаковые, каждый со своим санузлом. Вот такой просторный санузел с душевой кабиной и спальня. Тоже посмотрите на этот подход. Места для хранения, большая кровать, есть телевизор и тоже вид на участок через панорамные окна. Вообще, мне очень импонирует такой подход, когда заботится о своем обслуживающем персонале. Помимо этого есть еще общая кухня-гостиная. Вот она такая. Здесь же отдельный вход, выход на улицу через эту дверь. То есть персонал может передвигаться, не мешая хозяям. Вот. Ну и посмотрите, тоже место для готовки, много систем хранения, удобный диванчик, потрясающее место для работы. Настал момент истины, когда вы можете проверить свою интуицию. Я в начале ролика спросил, какой высоты эта стена. У меня есть специальный дальномер, который может измерить высоту стены на расстоянии. Делается это следующим образом. То есть сначала выбирается такая вот функция с треугольничком. И наша задача замерить расстояние до нижней точки и до верхней точки. Но нужно немножко отойти. Так, замеряем нижнюю точку и замеряем верхнюю точку. О, ровно 15 метров. Друзья, собственники этого дома постоянно занимаются его усовершенствованием. В частности, они еще запланировали сделать такую выставку картин в стиле Digital Art, который готовит автор этого проекта, художник, он же архитектор Иван Шалмин. И таким образом этот проект из просто премиального жилища может вполне превратиться в настоящее произведение искусства. Друзья, вы уже поняли, что я занимаюсь коллекционированием интересных объектов элитной недвижимости. И если у вас есть похожие проекты, которые мы можем показать на моем канале, пишите мне. Возможно, в следующие выходные мы уже будем снимать выпуск у вас. Ну и по традиции, владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.